Вот что правит миром. Это любовь. Любите себя и других. It's my life. Я вас приветствую, мои подписчики. А это очередной обзор. На этот раз обзор будет кондитерской. Кондитерская называется Бане. Будет вкусненько, сладенько и очень пирожненько. Пошлите. А вот тут такая инсталляция напротив кафешки. Смотрите, как красиво. Я думаю, в летнее время здесь можно будет попить кофе, выйти. Давайте заглянем внутрь. Итак, мы внутри. Она на самом деле очень небольшая, крохотная. Тут всего лишь два полноценных столика. И одна, такая полубарная стойка. Но не представляете, как здесь миленько. Мне кажется, владелец заведения девушка. Потому что все в розовых тонах. Все в таком, знаете, французском стиле. Ну и, конечно же, всякие мелкие детали прибавляют няшности. Хотелось бы немного уточнить. Во-первых, сейчас пусто и никого нет, так как мы пришли с утра, к 8 утра к открытию заведения, чтобы поснимать, чтобы никому не мешать. И во-вторых, немножко пустая витрина. Тоже это специально так сделано, так как утро они вот только готовят, и они в течение часа ее наполнят. Поэтому, если вы захотите вкусных эклеров, только что сделанных, у них вот буквально за стеной готовят их, то вам надо приходить не к 8, как мы, для съемок, а к 9 там плюс-минус, и все здесь будет набито и полное всяких вкусняшек. Итак, мы расположились, сделали свой заказ. Давайте посмотрим, что нам принесут. Подождем немного. Удивило ассортимент и количество разных позиций в кафешке. Поэтому одну леди, пожелавшую остаться неизвестной, мы попросили, чтобы она все рассказала. Поэтому сейчас я показываю какую-то вам пироженку, что нам принесли, рассказываю о ней. И потом голос за кадром, это как раз представитель от кафе, расскажет нам, что там да как. Вы знаете, я бы так не рассказал, я даже бы не знал, что это, как это.
почему это так вкусно, и давайте разберемся в этом. Поехали! Это торт Эстерхази. Там миндальные тонкие коржи. Пропитано все абрикосовым конфи. Конфетти. Полито, да, конфи. Это что-то вроде джема. Полито все глазурью. Так, это макаруны, 2 вида, и эклер ореховый. Да, все верно. Эклеры у нас с заварным тестом. Они у нас не на масле, они у нас на основе натуральных сливок взбитых. И в данном случае еще используется ореховое пралине. Покрыто все глазурью и посыпано арахисом жареным. Макарон — это классический макарон, который в виде сердечка голубенький, бирюзовый. Это с кокосовой начинкой, который зелененький, Который зелененький. мятный. Ага. Насколько я знаю, у макаруна есть одна проверка, насколько он крутой. Он должен быть снаружи хрустящий, а внутри мягенький. Да, вы знаете, есть такое. Вот, смотрите, видите? Он прям в натуре хрустящий, а внутри мягкий. Тест пройден, макарун, молодец. Итак, здесь у нас представлены 3 неизвестных мне печеньки. Но сейчас юная леди, пожелавшая остаться неизвестной, расскажет нам. Давайте сначала. Первое. Это вот эта вот печенька белая. Что ж у нас за печенье такое? Это не печенье, это европейская выпечка, называется штолен. В таком мини-виде, посыпана сахарной пудрой. Это получается у нас что-то вроде кекса с орехами, цукатами, изюмом. Вот это печенье у нас. Это печенье у нас морковное. В него добавляется кардамон и изюм. Ага. Так, и вот эта длинная полосочка плоская. Длинное — это печенье чурос. Оно песочное печенье, но не на масле, а на творожном сыре рикотта. То есть у него такое творожное послевкусие. Первый раунд. Мы побороли Эстерхази, макарун, эклер. Давайте поговорим. Во-первых, из того, что я попробовал, прежде всего качество. Качество продуктов, качество изделий. Я бы хотел выделить эти позиции. Они качественно сделаны. Чувствуется натуральные везде компоненты. Все качественное, вкусное. Торт, который со слоями, видно, что они хорошо пропитаны. Технология соблюдена. Я, конечно, не специалист в этих кулинарных всяких ваших изделиях, но ровные слои, монотонность вкуса, что нет каких-то там, знаете, соли, например, или мега соленой, или мега сладкой, или что-то там выбивается из гаммы и аромата вкуса. Такого нет. Да, есть у этого торта несколько слоев пралине, и он, да, действительно играет вкусом. Очень вкусно. Макарун, как я уже сказал, его критерий — это хрустящая корочка, и внутри он мягенький, так и есть. Знаете, мне понравился мятный. Такое, знаете, такое тонкое мятное, такой мятный вкус, тонкий, прям, знаете, такая нотка прям прослеживается, но которая придает изюминку этому макарону. Я вам порекомендовал бы. И эклер, там крем, такой, знаете, хороший слой крема внутри, практически нет пустоты в креме. Я вам сейчас покажу это, видно, не видно будет на камеру. Видите? Вот я сейчас даже разломаю, чтобы вам видно было. Тут везде крем. Крема прям нормально. Реально нормально крема. И то же самое, довольно хорошо и качественно сделано изделие. Я эклеры люблю, мне нравились одно время эклеры. Единственное, я ел обычный классический, который с белым заварным кремом. Конечно же, это топ-1 по эклерам. Знаете, такое обычное старое советское эклер, пирожное. Ну вот это, я бы ему дал номер 2. Вот, а еще понравилось вот это длинное печенье, которое... Вот это вот длинное печенье,
с творожным, которым с послевкусием. Вы знаете, это что-то наподобие песочного печенья, только у него основа, вы знаете, вот такая прям дорогая основа. Потому что, когда обычное песочное печенье ешь, ну, просто масло топленое вкус, сладость. А тут сладость прям минимальна, и мне это прям нравится. Это прям сразу бросается вот на вкус, когда ты ешь. Не сладость заполняет, а вкус вот этого такого вот сыра, вот из которого она, девушка сказала, сделана, или вот чего-то такого, знаете, ну, необычного. И на фоне низкой сладости ты чувствуешь вот этот вкус в большей степени. Вы знаете, я их даже, наверное, себе домой таких штук 5 возьму, еще буду кайфовать. Потому что по мне, пока вот это самое вкусное. Потому что другие изделия, у них все-таки уровень сахара побольше. Ну, понятно, эклеры, торты должны быть все-таки сладенькие. А вот это восторгает. Ну, давайте не будем останавливаться на достигнутом. Поехали дальше. А это у нас Его Величество медовый торт. Медовый торт – это тонко выпеченные медовые коржи. Они пропитаны заварным кремом на молоке. Пропитаны очень сильно, так что крема практически нет, хотя его на самом деле очень много. То есть он полностью впитывается в тортик. От себя добавлю. Вот этот медовый торт нам подарило заведение, так как мы попали в акцию «Пухлые щечки». Вы посмотрите, сколько у нас таких вкусняшек тут. И они такие смотрят на нас и думают: ага, а съедят ли они еще один кусок торта? Ну и вот, короче, мы съедим, не волнуйтесь. Мы профессионалы своего дела. Смотрите, что у нас здесь. Это новинку нам какую-то принесли. А давайте поговорим про нее. Пирожная картошка. Пирожная картошка шоколадная, с шоколадным бисквитом и с кремом на основе сгущенного молока. Ага. Дальше два десерта – это птичье молоко, который посыпан в какао, это классическое птичье молоко. Десерт этот очень нежный, на основе агар-агара и сливочного масла. Который зелененький с фисташкой, это фисташковое птичье молоко. Там то же самое с добавлением натуральной фисташковой пасты, и оно посыпано фисташкой. Вам, наверное, интересно, что внутри фисташкового птичьего молока и обычного. Давайте посмотрим. Ага, смотрите, какое белое. А здесь у нас что? А здесь, как девушка и говорила, это фисташковый, ну тоже внутри есть фисташковый мусс, или как он называется. Так, ну и раз уж мы режем, давайте порежем и картошку. А, тут обычная. Видно, что посыпочка есть у картошки. Так же, как и у птичьего молока. Шоколадная крошка, скорее всего. Шоколадная пудра, я даже сказал, не крошка. Данная кафешка выполнена в стиле Прованс. А отличительные черты стиля – это светлый и простой, не перегруженный яркими деталями. Прованс, как и кантри, объединяет нотка деревенского шика и уюта загородного дома. Описание некоторых характерных для стиля черт помогут привнести в интерьер дома атмосферу французской легкости. А в данном случае создать уют и легкость в данном кафе. Мне зашло, а вам? Мне понравилось это кафе своим стилем, вкусом и качеством интерьера. Скажите, Ирина, что вы думаете? Очень вкусно. Безумно вкусно. Итак, раунд 2. Мы попробовали пирожная картошка, птичье молоко 2 вида и медовый торт. Давайте начнем с картошки. Это самое простое. Она действительно простая картошка в посыпке, в пудре из шоколада. Вы знаете, она приятная на вкус, но в ней что-то не хватает. Ты вот постоянно ее ешь, и вот ощущение, что что-то нету какой-то изюминки. То ли ромовой какой-то начинки туда, чтобы была такая вот терпкость алкоголя, то ли орешков, то ли еще чего-то. Она действительно проста, просто шоколадная картошка. К слову сказать, здесь в панне есть еще несколько видов ее. Медовая и, не скажу какая, третья. Придите и попробуйте. Далее, птичье молоко. Обычное классическое птичье молоко, просто нежнейшее. Вы знаете, сказать тает во рту, ничего не сказать, но при этом довольно плотное. То есть
видно, что из хороших компонентов делали. Она плотной, ровной консистенции и прям мягко и нежно тает во рту. Конечно же, эта шоколадная крошка добавляет ассамблею вкуса и так в этом море сладости. Следующее – это фисташковое птичье молоко. Вы знаете, я бы сказал, что это двойная фисташка на вкус или фисташковое безобразие. Птичье молоко – фисташковое безобразие. Потому что, когда ты кушаешь его, во-первых, внутри уже есть фисташки. Там фисташковый мусс, как сказала девушка ранее. И тут еще фисташки снаружи посыпаны. Вы знаете, мне нравятся фисташки. Я съел с удовольствием. Но кому-то покажется не очень. Почему? Потому что это моновкус. Когда ты ешь фисташку с фисташкой, ну, согласитесь, зачем? А если, например, добавить какие-то другие орехи, например, внутри фисташковый мусс, перемешанный с основой птичьего молока, а сверху, например, сделали бы крошку из миндальных орехов или кэшью, мне кажется, было бы по-другому. Судите вам, пробовать вам, я высказал свое скромное мнение. Поехали дальше. Мы возвращаемся к обзору кондитерской. И у нас осталась крайняя позиция, это торт медовый. У нас мама в детстве готовила медовый торт. И когда он долго-долго стоял, и это по рецепту так положено, коржи становились нежными-нежными. И вот, вы знаете, здесь это был торт именно как у мамы. Нежнейшие коржи, много крема, и сверху такой слой сладкой начинки какой-то, очень вкусно. Ну и, конечно же, этот шарик, который вы можете видеть, очень и очень дополняет образ, придавая этому торту, вы знаете, такую вот как изюминку вида. Когда белый верх, коричневый низ и сверху такая как корона на этом торте, на этом торте. Вы знаете, это поистине самая такая хорошая и приятная их позиция в плане подачи. Вы не находите? Для вас прошло какие-то 5-10 минут, а для нас прошло чуть больше часа. И теперь я вам хочу показать, что стало с витриной у них теперь, так как за это время кондитеры сделали все. И смотрите. Как итог, понравился ассортимент разных вкусняшек. Тут есть и печенье, и макароны, и торты, пирожные. Также есть бисквиты и капкейки. Мы попробовали лишь часть того, что есть. Также хочу подчеркнуть, что основное направление этой кондитерской – это не работа в розницу, ну, как мы, например, а они делают под заказ изделия. Например, торты. Торты – это их основное направление, и они здесь поистине великолепные и вкусные. Также хочу сказать про качество изделий. Я сам здесь время от времени заказываю торты, ну и советую людям, ну и все оставались довольны всегда. Именно поэтому решил сделать обзор на это место, потому что пользуюсь сам время от времени, и я думаю, вам понравится это тоже. Счет у нас получился на 1530 рублей. Здесь где-то около порядка 10-15 позиций вкусняшек, которые мы попробовали, которые были в обзоре. Чай. Мы его, кстати, 2 раза наполняли. И по чашке кофе. Так бы на самом деле нам вышел счет где-то на 1000, если не считать открыточку, которая стоила 20 рублей. И 2 пряника по 210. Поэтому, ну, фактически 1100, это вот прям... Мы на самом деле объелись сладкого, мы были вдвоем с сестрой, и мы уходим просто вот мега наевшиеся, напившиеся сладкого, и она даже еще с собой маленький контейнер забрала на вынос, потому что мы не все съели. К слову сказать, контейнер бесплатно был. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте жирные лайки. Мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!